Немножко вам вечерних Буйкан. Мы находимся прямо возле круга, бывшая конечная 15 и 21 троллейбуса. Сейчас тут троллейбусы уже не заворачивают, их пустили до конца, до Полтавки все. У нас вообще сейчас круто в Кишиневе. Троллейбус ходит до аэропорта. До ворот города он идет на своих рогах по линии на электричестве. А вот ворот на аккумуляторах, говорят, до аэропорта. Хочу поехать проверить. Вот вечерний Кишинев. Вечерние Буйканы, вернее даже сказать. Если развернемся в другую сторону, там контрастней, не будет красиво. Вот это у нас тротуар. Тут скамейки поставили. Можно присесть, отдохнуть. На месте пельменной сейчас ресторан Царанкуца, такой фольклорный, народный. Очень там уютно. Сейчас отдохнем, я пройду и поснимаю его вам чуть со стороны. Ну что, я думаю, вы насладились видом вечернего проспекта Энгельса. Мотоциклов у нас много по вечерам. Лихачат. Была авария очень нехорошая на коммуне Энгельса. Мотоцикл влетел в такси, перелетел через такси, через мотоцикл. Остановился на углу церкви по диагонали от остановки, идущей в город. Погодка сравнялась. Сегодня был ветер утих. И вот еще вот такие у нас троллейбусы есть, и новые, и старые. Это вот какая-то модель румынская, что непонятно. Тройка всегда свободная. Ну все, на этом я прервусь. Продолжим сейчас на ходу к Царанкуце. Ну вот мы и продолжаем наш путь. Отдохнули. К нам подсел буйканец. Поспрашивал, говорит, вы, наверное, корреспондент. Я говорю, что такое? А надо нам помочь, там продали кому-то кусок лесопосадки. Что-то люди недовольны. Вы не можете помочь? Я говорю, нет, я не корреспондент. Ну, я корреспондент, но буйканский корреспондент. Такой летописец Буйкан и Кишинева. Вот хотим поснимать. Можем поснимать и другие города. И так, тут у нас непролазный бруствер. Так, вот мы подбираемся. Непосредственно мы находимся у бывшей конечной 21-го троллейбуса и 15-го. 15-го троллейбуса уже давно нет. Осталась маршрутка только. 21-й троллейбус есть, но он ходит до Полтавки. Вот бывшая пельменная. Сейчас кафе Царанкуца. Вот такое фольклорное, дорогое. Тут, когда мероприятия, свадьбы, кумытри, вот здесь вот на этой площадке машины паркуются. Вот там, видите, церковь. Ее еще начали строить, когда я работал на Альфе. Это был 92-й год. Вот Царанкуца. Видите, как красиво. Правда, освещения мало. Тут очень спокойно, цивильно. Круг. На кругу розы. А кто-то говорит, что в Кишиневе плохо. Классно. Розы посажены. Чисто, аккуратно. Почти нормально все. Вот здесь когда-то, кто учился в 18-й школе, был сад школьный. Груши, яблоки, черешня, вишня. Так вот, помню, груши, яблоки, они никогда не поспевали. Вот церковь облагородила тротуар. Вот аккуратная, очень тротуарная плитка. Она первая. Потом уже пошел Штефан Челмари за ней облагораживаться. Вот, очень красиво.
Сейчас удобно идти по такому тротуару. Он ровный. Даже лучше, чем в Болгарии. В Болгарии плитки большие, ну где-то 35-40 на 40, вот такие. И они от времени, видать, их давно поставили, они от времени покоробились. Не они, а именно их положение. И местами они скользкие. И когда вот дождь, листья осенние, я там вот со своей тростью подскользнулся на ровном месте в церкви. Ой, в церкви. Днем в церкви. И было очень так смешно. Вроде трезвый, с ноутбуком на плече. И на ровном месте растянулся, на четвереньки упал. Вот тут когда-то, видите, вон где огни горят. Был овощной магазин. Сеткой раньше называли. А сейчас ресторан Вегаэль и одноименный магазин Вегаэль. И их еще вот это вот гостиница и строительный магазин на месте детского мира когда-то. Это все один хозяин. У них сеть, у них еще у Полтавки есть кафе Лучафорул. И что-то еще в городе, я не знаю, кто там мне говорил, что у них много чего хорошего есть. Вот, церковь. Ну, я не разбираюсь в этих атрибутах. Это какая-то тут башенка. Они красиво сделали ворота. Это как бы вход, я так понимаю. Но там есть еще одни ворота. Вот те ворота были всегда, с самого начала. Мы еще в мастерской нашей делали стенд, такой рекламный щит. Вечерние буйканы. Друзья, наслаждайтесь, буйканцы. Вот. Вечерний троллейбус, посмотрите. На нас тоже смотрят, радуются. Люди из троллейбуса радуются. О, на буйканах корреспондент появился. Вот это какие-то, чуть не сказал, классики. Какие-то бюсты, наверное, какие-то церковные деятели. Кто забыл молдавскую речь, вот можете вспомнить. Так, у нас это Алба Юлия, 16. И написано в стрелочке Энтрари. Энтрари вход, Еширия выход. Вот ресторан. Кстати, там очень мило на террасе, меня друг приглашал. Очень мило, уютно. Рядом Алиментара. Супермаркетом его тяжело назвать, хотя там много чего, но бывают просроченные продукты, и продавцы спят на ходу. Их меняют очень часто. Текучка. Вот. Гостиница Аква называется. Где-то под 60 евро номер в сутки. Вот это на Буйканах 60 евро в сутки номер в этой гостинице. Можете теперь сравнивать со своим Израилем, Америкой, Грецией, Россией, Испанией, Италией. Ну, сейчас мы дойдем до перекрестка, потому что уже темнеет. А мы, наверное, сейчас экспозицию на ходу уменьшим. Вот так вот. Чтобы минус 7 поставили, минус 0,7, чтобы было меньше шума. Сейчас Сонька хорошая фирма, но это у меня Sony Nex 5, а вот есть A7, A7S, 7R. Они обалденно снимают вечером. У них хорошая светочувствительность, они очень малошумные, но очень дорогие, конечно. Вот церковь пристроила, сейчас здесь сделала такую площадку для машин. Я здесь никогда что-то не видел машин, не знаю почему. Видать, им удобнее там на кругу. Здесь нужно заехать, с задним ходом выехать, непонятно как. Вот вечерние буйканы. Наслаждайтесь, сейчас мы пойдем через бордюр, перескочим. Дойдем до светофора и, наверное, остановимся на этом. Можно было пройтись и протестировать камеру. Нахваленные мои вечерние переходные моменты времени дня. Так. У нас красный. Но не будем сильно торопиться. Вообще спешка хороша при ловле блох. Помню, нас с детства учили. Ладно, поехали, зеленый.
Так. Вот, видите, вывеска Ария. Отель Кишинев, 4 звезды аж. Знаете, как круто. Ну, тут весьма неуютно, если сидеть на террасе. Троллейбусы, автобусы, шум. У нас вообще очень шумный какой-то транспорт. Вот был в Румынии, там очень как-то тихо работают машины. А у нас шумно как-то. Вот и здесь зеленый. Надо успеть. Разметка у нас местами есть, местами нет, но что-то она очень быстро вытирается, разметка в Кишиневе. Как-то красят. Наверное, краску разводят. Так, это наша остановка Энгельса коммуны, ведущая в город. Чуть не сказал, в горы. Вот там кафе Ронда у нас. Вот такая терраса. Раскрученная. Всегда много людей, но там неуютно совсем. Шумно, когда люди собираются. Дети шумят. Фон получается, гул такой. И вот сейчас мы идем к нашей остановке. Сейчас вы видите наш любимый магазин ночной. Хороший там выбор, ассортимент. Раньше была терраска рядом, такая маленькая, но ее закрыли, потому что у нас люди не могут себя вести. Каждый день были какие-то скандалы, драки, ломали стулья. Сейчас с этим у нас проблема, конечно, к сожалению. Сейчас. Добрый вечер. Не упускаем возможности протестировать нашу камеру и снять вам нашу остановку вечером. Вечером мало кто снимает, но Sony наша маленькая может. Маленькая Sony делает большие дела. Вот магазин наш 24. О, 22-й троллейбус. Можете полюбоваться на буйканцев вечером. Ну все, пора выключать. Уже темно. В темноте уже детали пропадают. Если мы еще воспользуемся ютубовской стабилизацией, то будет вообще очень плохо. И давайте пройдемся все-таки. Уже если тестировать, так тестировать до угла. Во дворах уже будет темно. Вот у нас таксисты паркуются. Вечерние буйканы, вечерний проспект Энгельса. Ныне Алба Юлия. Проверил, Алба Юлия — это город в Румынии. Сегодня дул ветер, было очень холодно, я одел курточку, но пока вот прошелся, уже куртка у меня висит на руке, в которой наша Сонька. Вот наш друг, где наш Фарсман, это сейчас будет его дом Энгельса 3. Мы сейчас проходим 5-й и будет Энгельса 3. Мне обещали знакомые, кстати, Гена, устроить знакомство с этой женщиной, которая ухаживает за газонами, палисадниками во дворе. Там, где вот игрушки, цветочки расставлены. Вот с этой женщиной, говорит, она очень добрая учительница. И обещали меня с ней познакомить, чтобы она поснималась в видео нашем. Посмотрим, когда это будет. Вот мы зашли в проход между 3-м и 5-м.
домом на Энгельсе. Так это мы увлеклись, начали с Октябрьской и аж дошли во дворы. Да, тут бы Соня А7 лучше справилась бы, чем наша. Но наша тоже на высоте. Нормально. Маленькая да удаленькая. Так Бенин качает, если там Да, тут уже очень темно. Что-то фонарей. Не хватает фонарного освещения. Кстати, по-болгарски фонарь это фенер. Как фанера. Фенерного освещения не хватает. Ну все, здесь мы остановимся. Не, все-таки снимем еще вот этот домик справа. Тут такая пристройка интересная, как замок. Это невозможно просто не снять. Но окна не горят. Не очень-то интересно. Темно. Вот эта пристройка. Такая интересная. Ну все, друзья. Продолжим уже завтра.